Дюганилдан, чукала чуларгалда, там наксала бирали, там налда. Дагамача умкрала Катюша, гугдала умкрла ялан. А чего они не ползают? Плавают, они плавают. Это мои все предки от бабушек, дедушек, родителей и их родителей. Это оленные люди, оленеводы. Это и охотники, и таежники. Они жили в лесу всего. Мы хотим ритуальный огонь, поздороваться с этой вот территорией, что мы тут будем жить некоторое время. Это сейчас запутаешься. Да, возвращайся. Ага, хорошо. Подождите. Все. А куда мы идем? Куда идем? Мы Хулугду идем. Это ты на древнюю тропу предков, которая идет с Байкала до Харби. Я родился в Тунгукучине, но на этой горно-таежной зоне, в Витимской стороне. В 1958 году я родился. Осенью, 7 октября 1958 года. Как родился, так до школы жил в лесу, потом в школу ушел. Уже потом только на каникулы попадал, или на летние, тем более долго. К родителям попадал. Или к дедушке, или дядькам, ну, каким-то родственникам жил в лесу. Это мои все предки от бабушек, дедушек, родителей и их родителей. Это оленные люди, оленеводы. Это и охотники, и таежники. Они жили в лесу всего по жизни. Их предки жили здесь. И оно уже венкийское племя было большое. Они жили в тайге, потому что они же таежники. И язык свои, обычаи традиционные, эти промыслы им преподносилось. Для мальчиков промыслы, и дедушка их водил. Приучал к охотничьим делам, а бабушка к женским. В этом же поселке среднюю школу окончил. Не среднюю, 8-летку. До 8 класса учился. И это после школы я пошел в колхоз работать. Оленеводом, охотником. Аят Нургидеров. Ну хорошо, молодцы. Здравствуйте по-русски. Добрый день. Манда. Хлеба свеженького надо, смотрите, он горячий. Вы что, чаевать-то будете? Ему-то... Видимо, мадам Тиврагана син.
Еду ка Ильдянцев. И ты хозяин сходи, они сейчас там это вот угощат его, и пусть вот мы почаюем да полью. Так ты, а? Пойдем. Так, ну давайте тогда вот так вот перелазьте, руку мне Конечно. давайте. Да сейчас. Где моя нога? Так, аккуратнее, не упадите, пожалуйста. Не. Папа. Я так-то... А то у нас больницы нету. Ну, ничего страшного. Да, больница-то есть, врачей нет. Врачей-то нет. Все прекрасно. Так, ну вот это она молодая. Че, руку-то? А, ничего, без Так вот, ты Ничего. не обдерись там только. Ори, тетка, Но обидят. Все, это Эдиняш. бижа. А Гуляй. это что такое, значит? Единяш. Видите, идем. Я вижу, куда прыгнуть. А, идем? И чадем. Идем. И... Ага. Идем. Ну, это надо тренироваться. А я Бедекалу. Вы речку-то сняли только? Какая мутная она бежит. Так он мы несет тебе Ой, мусор, короче. увидишь как. Ну, красота, да и только. Да, Индеец. на выставку можно меня. А запросто в этом, на Сухотино. Там же они раскопки ведут. Там люди приходят, помогают там. Я говорю, можно я сяду? Вы меня раскопали, будто бы. Экспонат. Удобно там сидеть? Удобно. Так, а вас-то куда же посадить? Вот сюда пусть сядет рядышком. Что, хлеб-то у нас что не остыл? Нет, еще нет. Ого, вот туда вот сядет. Может, тут я, а тут адукейкун. Вот артыки толкала я ела. Ну-ка. Сейчас я Сейчас тебя хлеб-то можно на-то. Ну, уже... Да вон. Ну, короче, Не Ой, надо. не надо, ты что? Это же на утку манок. А? На утку манок же. Нет. На козу сейчас гон у них. Сейчас же козочки. У них, как это, Семенов день. Удобно вам? Нормально? Нормально. ничего. Ну, Семенов день 14. Ну, я думала, какое это, ну, как все. А, туги. А я думала, Он это вот так. Вот так. Мои родители, отец с Калашского района, он якутский венгр был, мама с Бурятии. И тут вот они же кочевали раньше все рода. И тут вот они поженились в Тунгакучине. Кочевали везде тут по этим. Я родилась в селе, ну не в селе в Тунгакучино, а 15 километров. Урочище Дюбкоша в лесу. В 56 году. Жили в лесу, кочевали на оленях до школы. Потом в школу пошла, 1 класс, сразу нас сдали в интернат. У нас было 3 сестры, 2 брата. Все, приехали. ну, на несколько дней мы в гости пришли. Пиромадера. Олечка, тоже зайди, поздоровайся. Разрешение попросить нужно. Новая канди. Да. Зашел там, уж хуже, чем здесь. Но там хуже. Ага. Мы там были, тогда Римова собирать с Валькой. Пришли ночевать. Она сидит, да мне говорит, бабушка Валька, Ага. Тужикова-то вот это. Говорит, на меня кто-то смотрит, бабушка. Видно, орехи тяну Андон. А, Ой, она потом боится. Я говорю, пошли в зимовью. Костер так он у меня горит вообще огромный, натаскала друг. Она говорит, все равно я боюсь.
И так и не спали? Мы не спали, мы в темноте, оттуда пришлось оббежать. Она в меня вселила какой-то страх. Откуда? Отсюда? Да, вон с Виталькиного. Виталькино. С Виталькиным. А ну и зачем туда тогда? Ну, Лучше уж тут. В войну-то дед на фронт уехал, мужья уехали там, моих тетушек, бабушек. Они же кто? Кто им все это делал? Они. Кто делал? Ага. И оленей пасли, и все делали, и на охоту ходили, и пищу добывали. Я родилась в Юнкийском Баунтовском районе, поселок Уджелинда. Родилась в Чуме в декабре месяце. Детство мое проходило в лесу с дедушкой, с бабушкой. Они, значит, воспитали 7 детей. У них своих детей не было, 7 детей родственников. Была сила, когда мать на руках носила. Это надо так на 3 стороны. Дай мне вот это вот. Во. Во. вот туй. Вот. Во. Че, не упадет он на вас? Теперь А не то до- с синяком отсюда уедете. Бедный, сбили, дурую. Да. Бедная я. Я вообще ношу. Не, все нормально. А я кака. Так, дурю, до полоки. Аллахин илани. Конка. Оряси. Он, канон, Бог дади. Бактадинян. Ну да. Мы же туда расширим ртак. Ну, чтоб ровно было. Ну, конечно, лишь бы она стояла. Главное. Не стоять, она стоять будет. Это то. О, во, А, вот сюда вот. во. А, ё-моё. Вот так. Вот. Так, надо бы, по идее, то сюда. Джавар-то туда будет? А, нет, Джавар туда будет. Да, тартыки. Вот это не туда. Вот это не. А вот. Во. Вот так вот. Во. Вот. Ой. Вот увидишь. Вот маленько что-нибудь красивое. Леонтин. Вот и все. И там подтянем, чтобы туго было. Да, да. Веревка кончилась, да? Почему? Еще есть здесь. А, вот. Они вон там. Они туи. Так? Пойдемте съеду. Ты-то точно Адямка. Ты неправильно привязался. Очень Леонтин бежит. Лучше. Конечно, барынку. Не, вот так же привязывается. Да, что делать? И потом тукан. Ну, что делать? Я только увидел давно, беда. А ты навязал, хуй поймет. Ты на каком Набор слов. Вот это очень здорово. Вот и он. Татьяна сюда входит. Он торопился, наверное, и навязал всяко разное. Татьяна, гречка творит. Ну так-то у него все верно, но вот видишь, вот Ну-ка, это тоже другое. Адям бакат ми духой экон. Где начало, где конец. шан бакадя. Как он мутана твой беган? Ну, должно мута сидеть. Это молодежь? Молодежь выросла, да? Да. Там он под мостом творит. Вот это вот надо тебе... Ой, ну ладно, я посмотрю, может быть. Ты Пришью. Может, пришью нормально. Ну да. Меня стянул напополам. Меня зовут Грушакевич Владислав, я родом из Беларуси, мне 37 лет, я учился в Китае этнологии, начиная с 2019 года, это моя уже аспирантская специальность. Впервые я попал в Забайкалье в 2023 году. Для чего я в него приехал?
Я в него приехал в связи с тем, что Забайкалье, в частности Тунгакочин, Тупик, вот эти поселки, они находятся ближе всего к той области, где еще в 50-е, 60-е годы кочевала самая северная группа китайских эвенков. А до этого я ездил именно исследовать китайских эвенков в течение 9 месяцев. Объехал почти все места, 14 из 17 поселков, где вообще в Китае эвенки есть. Оркан, тропиночка, да? Вот тут тогда, вот. Вот здесь, да? Ну, не надо таких просто уликары. Гаракатя карги. Ну, ладно. Ага, ура. Сидим обратно. А что, куда будешь идем, что? Дойдем, ну, Дианака? Ну, Ивана. Мы хотим ритуальный огонь. Поздороваться с этой вот территорией, что мы тут будем жить некоторое время. Надо обозначиться, что мы тут будем жить, что это мы потомки кочевников, которые здесь кочевали. Ну ладно, созвонимся. Ага. Короче, ты сильно не торопись к обеду. Не-не-не. К обеду чё? через дней, А дней потом 10, унаки да? что почему? Потому что им выступать еще в клубе. Они же в воскресенье-то не будут выступать. Они же понедельник. Понедельник. Воскресенье-то там дискотеки. Так, мероприятия-то где-то совсем. связь найду, может быть. Дискотеки или воскресенье. И чиновники на работу выйдут. А как без этого, без чиновников? Ты давай. Ну ладно, с Богом счастливо. Бумагу дать? Ай? Бумагой. Сейчас она. Ну, батарея-то поди ты. Конечно. Так, ты да, должен. Янка на О, Батарея же. батарея. Настоящий. Гаракачара надо. Крокотала. Гаракачара. Коля же был президентом ассоциации Читинской области. У нас же Читинская область была. А потом соединили Агинский округ, стал Забайкальский край. А Коля был президентом ассоциации. Я же успел съездить еще в Канаду, в Америку. Канаду. Британская Колумбия в Канаде. И в этом 9 резерваций мы проехали. Что такое земля? Что такое духовная ценность? Ой, Что такое ох. рода, племена и тому подобное? А то мы будто бы не знали. Не. Что такое этот вождь племени? Что такое? Ну, это они рассказывали. Да. Они рассказывают. И этот и домик на кладбище. А они тоже в резервации-то, видно, из-за этой резервациях они живут, потому что они же, у них кладбище-то одно на все племя во все времена. Пойду я принесу билетку. Во все времена было одно кладбище. Вот этого племени одно кладбище где-то. А эвенки-то не могут сделать себе этот резервацию, потому что вся горно-таежная зона была территория их, а теперь вся Россия стала. И самое-то главное, интересно, эти доминирующие национальные диаспоры меняют эвенкийский топонимику. А зачем его было бы переписывать на свои языки и народы, вот эти народности, которые живут? Эти республики себе создали, автономии, да. Чудо, они переписывают на свой язык. Топонимику, короче, меняют. Где сейчас делали этнопарк. Это же вся эти пространства Жавенков.
А теперь об них и не поминают. Пластиковые. Ой-ой. Смотри, смотри. Это свеженький чай. Ну, по дереву-то что надо? Вон. Укумнила. Я хоть и А где старшая, укумнить? Бутылочка-то. А, ну. хоть и старшая, я говорю, по возрасту, но он мужчина, это его места, ну, ихние, Любовь Наумовны места, поэтому они должны это все сделать. Я-то гостья. Что, укумнить? Ага. Ну ладно, Беделька. А я Гудай, Авгарат, Гороханди, Гороханди, Юдина, Амаскат, Вильмы, Бичакалду, Чайяна. Одесово, Скопкатуа, Юдина. Чайка, ага. Еще Пауну, Удати, Дарья Одесово. Рулетка. Чачук. Вот такие минуты. Ayak muno, Ага. ayakandi muno, bunda upkata datan bukkilora. Amat wainavi Булон. bolotrik. Когда булон бишли. Upkata garat bidedati. Да, Кутучакани, Кули Бакадана. Upkatu ayakandi budati. По краю, по краю. Алдахара, Muno Кашакара. udandino. Вот тогда ты где печами, Урума Байнгал, Да. Вот это. Сурукты, Орите карнак. Белгая. Потом был начал дингаун. Сесть сначала Upkata yat bidedati. Ona ukusira era. Ората, а я прямо их аялан. Ашен кинтероваган дерау. Вот такие А то лапы. эти, ну, все давай теперь садить. Потом ладно. Аялан, аялан. Ну, Владислав, туда. а я, Сейчас. на кой час эку не могу. Девча как он может и, Да. ну, девча. Вот И бери что делать? одну такую, конфеточку, да, вот, печеньку взял, хлебушку. Отсюда, на восток. Отсюда, на восток. Лицом на восток. Ну, можно на север так-то, но на Ну вот восток. так можно просто вот так положить. Ну. Высоко. Шабля! Лепешку возьми, это венкийская. Все, чтоб шло у нас по маслу, дай Бог, как аяканди молодежного, оксуденного, оксури. Вот теперь улита карди шакашкал. Коля, улита карди шакашкал. Орехун. Давай, уже такой. Ага, ори араки же. Араки. Ori kundu jara wadatin toga jara ayakanje havalja datin ono jara ayakanje oksori oksojong nakal ayakanje bijadawar улита карди минду совсем уликана И это ты его букулизик поди. осен А не надо? ола тала осенинга джулавар Ну ладно. Все. ori asi ducha makana ori boya ducha makana Ну. Вадик уличка Ори минду шла. Душа макарна. Ори не. Мини. Синий. Так вот я пройду. Вот. Вот. Ори синий. Ага.
Сураччина. Ага. Вы свое, каждый свое говорите. А я канди. Да, ты ну Ага. Я очень мулькана себе оставь. Обязательно Объявляй. себе оставляйте там, Объявляй. чтобы как с природой, будто бы не одна природа выпивает, а вместе с вами. Что, я сказала, чтобы эвенки, вообще люди не выпивали. Пусть лучше мы будем угощать. Битов мышек-то поди. Как? Умечка, но чтобы не выпивали, чтобы все Битов мышек-то поди. Ничего. это СВО, чтобы закончилось, все вернулись живы, здоровы. Ой, Будяй. Это вечный мир, этот рассказывает, что венки вечно живут на земле. Потому что когда венки не встает, он из этого человека душа превращается в биологическое разнообразие, любое. В зависимости от того, к какому знаку зодиака относится. Если он относится к земле, значит выйдет копытным. Ну, что на земле, вот там соболь, кто добегает. Если он знак рыбы, значит он уйдет этим рыбой, его на душа. Будет и рыбой, вот жить с этим же окунем или щукой или чем. А если он воздухом связан, значит вот это летает перелетная птица. Они не так, что просто, отсюда все весной, как сказать, прилетают, осенью улетает, и опять это все повторяется. Значит, эти наши предки возвращаются обратно, откуда они, как сказать, тут же вот этот воспроизводство идет, популяция на севере. Тут они своих детей, птенчиков и плюс и зверюшек и все прочее, рыбы тут не листятся в этом местности, а все потом уходят. И обратно водой. На следующий год. И так повторяется это все. На восходе и на закате же еще охотиться нельзя, да? На западе, когда первые лучи или утром первые лучи сходят, не охотиться нельзя. Потому что весь мусульманский мир молится, а что ивенки от них, чем этого лучше. С последними лучами, кто охотились, все, уже не охотятся. Этот последний выстрел. Вот. Понятно. А есть ли какие-то истории, может быть, кто-нибудь убивал такого вот зверя? Есть. Ну, расскажите, пожалуйста. Этот неестественный зверь, может быть, и эта окраска у него неестественная. Его такого зверя убивает неестественно. Или этого белого волка, но они обычно белые, бывает неестественный цвет. Потому что окраска у косули, у лося, тут белый пришел, или тут белых медведей нет, он белый медведь пришел. И вот таких живулек нельзя стрелять. Это Божье животное пришло. За твоей душу. Если ты убьешь, и тем более у них когда его добудешь, у них почему-то не бывает у них кровь. Они вот его разрежешь, мясо вроде бы есть, а крови нет. Не, али тукан, Ну, обмети сейчас ту его надел. Ага, ну почти. Мы пошли искать бересту. И Маша, пойдем у Рудки. Ага. Зачем спешить куда-то? Конечно. Всему свое время. Эльдинятка, не улетел бы. Наумовна говорит, надо ромашки собрать, высушить, потом зимой волосы мыть. Ее надо обязательно. Это Израиль кабаны. У вас тут есть кабаны? Море? Потому что там кабаны рыли, видно. Ее надо. Ну ты посмотри, даже. Сейчас найду. Вот она. Ой, хорошая нашла. А если ножа нету, можно вот так вот.
Видишь, вот почистила. Чистенько. Вам надо посох? А? Нет. Нет. Любовь нашла себе, нет? Сейчас дам бабки. Это нет, это хлипкое. А ты нашла себе? Так где А то я себе вон вырубила. А я? А я... Номкан, наверное. Ну, Честно. вот санкиракаху. Ой, надо собрать. И голубика. Потом ты мне чауду. Ага. Санкира это. Обязательно мне надо. Мне тоже на А сразу то, мешок. праздник мы ищем. Так мне так потом начинают заказывать. Сейчас вот с осени начнут уже заказывать. Ну? Эти Суглинский, А, Вика я, Кутончин. ну. Вот это вот багульник. Когда праздники, мы всегда обряды делаем. В городе, хоть где. Зинаида Николаевна Пекунова, она ученый, кандидат, филолог. Она всегда говорит, на любом собрании выступает только на венцийском языке. И говорит, не понимаете, учите. Я не буду переводить. Скажите, где вы перешли? Или бродить нужно? Вот здесь можно перейти, да? Попробуем. Хорошо раньше-то было, вообще я бы сейчас кочевала. А потом это папа-то заболел, а линей-то в коллективизация же началась. А линей-то все в колхоз всех сдали. В деревне стали жить. Ну, охотились все время, всю жизнь. Я охотилась тоже так же, как все. Кочевали в села, вот сюда, недалеко в Юмурче. Ну, везде раньше, можно же было везде кочевать и венка. А потом после 8 классов закончила. Выучилась на пекаря. Работала пекарем в райпу. Потом ушла в совхоз, работала в оленеводческой бригаде поваром. У меня невестка и венка, сын и венка. И мы бы кочевали. Я бы сейчас запросто, вот была бы какая-нибудь помощь бы откуда-нибудь, мы бы запросто купили оленей и кочевали бы. У меня внуки и венки все. 3 у меня внука, 2 девочки да мальчик. Даже не... Что, открыто почему? Ондо, хозяин. Не ела А я канди. а я... Не ела Ася. Ну, Вот все равно, он видишь, постель. ну, воду она сейчас. А, Печку кто-то увез. ну. Вот уже печь или А кто-то украл. украли, значит. Сети-то где так поставить. Гладень, а ты? Галака. Это вот это вот. Надо голову. Şimdi kivata da şimdi. Mindu kaveka. Мама, А я мама. ну галака. Кавейдан гладим. Ну, вот тут вот сети-то поставить. Вот, туда. Вот тут-то уж точно ленок попадет. Прошу у березки, чтобы она нас угостила. У нее есть, чтобы она угостила нас берестой. Это просто так тоже не делается. Всегда просят. Кавейдан. Она уже все не должна. В сентябре еще, мы раньше ездили, в сентябре еще собирали. 14 сентября можно. Ага. Будем туесок, может, сделаем. Или овсая. Посмотрим. Дай бог, чтоб было.
чтобы березка нас угостила своей берестой. А я тянет. А я вроде. Но еще сильнее, Вика. Туй прямо. Вот. Она же должна отойти Да. само себе. Ну, что-то не то. Не отходит. Ну, ну-ка, тыка. Так вот тут может. Не, Не хочет. ну, на вот это возьми. Я вот это сейчас попробую. Хоть может какой-то свой. Эй, тярка. Мгм. Ишь, прилип уже. Вот. Ишь, не отходит вот это вот. Надо вот это, чтобы отошла. Видишь, она должна вот это отойти. Минду тоже маленько надо. Минду тоже надо маленько. Гостав. 80. Видно, надо. Конечно. Уликанова. Таригака. Ты Не не по- вот китар таким он. Ишь ты как? Торги урала. Ты меня. А, завтра пойдем, ну. Что, не будем сегодня березу? Не сегодня, видишь, здесь прилипшие, видишь, не отлипается даже. Прилипли уже. Вот так вот нарежешь, она сразу трещит. Она сразу. Потихоньку. Надо глубоко. Это как болотное. Ой, да. Да, там наш так. Ну, всё, вот. Что-то руки совсем черные стали. Или они у меня вообще были черные. А умывальник кто-то. Колокочан, качакан. Ну, дождь будет. Так она сейчас в это время должна роса уже упасть. Это, она сухая, трава. Совсем нет. Значит, будет дождь. Ну. Поэтому озеро. Черки. Ну. Вот они просто везде. А чего они не ползают? Плавают, они плавают. А где? Мы тут плавали. Бывает, вон они сидят. Они, может, не линяют. Почему? Вон. Берег. Смотрите. Вот тут они плавают. Они сейчас взлетят на взлет.
Одного всего убить. Но поздно, они уже взлетели. Надо было раньше стрельнуть. Вот этот и надо, это вот. Пока горячий, потому что потом его тяжело, это вот. Собака говорит. Никто, они сейчас, видишь, это боятся уже. Весь август не ходят, люди-то в лес. С эти бегают, эти хищники-то. Кому охота это вот бороться с Топтыгиным? Ты что? А если у него еще собака, еще если собака нападет, да он куда-нибудь заскочит на эту, на пенек или куда-то, то совсем беда. Она тоже прилетит там. Все в этом в радиусе всех разгонит. Ну, они подразделяются, ага. Свистунок, да, трескунок, или кто да. Я, если не уточу, так я их не понимаю. В этих утках-то. Погляжу, съедобно, на стрельну. Если не съедобно, ладно. Самое же это, витамины-то все шкурки же. Эти, как сказать. Мясо-то же там кого одни мышцы, поди. Там, поди, витаминов-то нету мяса-то. Ты хорошо, что не пошла убивать. А то бы нарвалась на на закат солнца. Не надо просто эти гильзы-то бросать везде. Так-то же их еще перезаряжает. Этим выбить капсулу специальным приспособлением. И другую живело засыпать, да и порох, да, дров, да и можно самому зарядить. Ну, конечно, лучше-то заводскую. Некоторые до кустарные, это вот обратно. У них получается одна гильза на два, на два сезона. Они зарядят опять эту пачку. Опять 10 патронов. Ну, они сейчас теперь не прилетят.
Ну, понятно, как, опять же, Широкогоров писал, вот про которого Николай Яковлевич вчера говорил, что он костюм Украл у упер нас у шамана, атрибут. да. Вот он потом писал что ивенки, они вообще в среднем они умнее, чем представители других народов. Почему? Потому что в тайге такое большое количество возможностей умереть, что все глупые ивенки, они умерли, своих генов не оставили. Вот, поэтому остались только умные. Вот, наверное, дед у нас умный был, потому что у нас очень много было. Племянник и племянник. Там он, много всегда. Летом так все приезжали, так здорово. Огромный такой чум для кушания у нас был. Сонан, бабушка там варила, ну, она тоже учила же, и Зойку, Галю, всех там, кто-то стряпал, кто-то там что-то делал. Почему дымаку знали? Ой, нет, это мы маленькие. Кто повзрослее, там варили. А мы, дети, ходили лал-букая собирать. Ну, правильно. Мешки наберем, не берем, еще друг другу обкидаем этими лал-букалди. Карту, что вы говорили, верхних и нижних миров, где какой находится, на Нерче, который верхний, и где еще какой Ну, нижний. это потом я. Ну, вы не нарисуете мне? Не часто я не буду. Не будете? Потом, когда ты маленько приосвобожусь, я тебя нарисую. Ну, хорошо, давайте. Бика бича панадякан. А вот эту услышала Чалбан, звезда. Мгм. И она говорит, это бедная девочка, надо же ее женить, замуж выйти, а то она у богатых работает. А там дети другие богатых играют и все, а она нянчит, она варит, за оленями смотрит. Кто увидел? Это Чалбан увидела. Еще ивенков называют аристократами Сибири или Ого. французами Сибири. Да. Потому что всегда красиво одетые ходят, и даже есть какая-то перекочевка обычная, все равно одеваются так, словно на праздник. И вообще все это тогда со стороны смотрится, словно... На праздник едут. Да, словно не кочуют, а для развлечения просто по лесу пройти захотелось им. Да, а раньше так и было. Это когда приехали геологи, а мы в Желинде жили. И обыкновенно одетый, это, как же, кайрок. Ну, и из козьей шкуры, штаны, куртяшка. Ну, вот эти тут висят, ну, вот так, на лист. Ай, Моя уриста. экун. Ну, муя. Ну, моя почти. Не надо, сейчас будем кушать. И это... Не надо. Муя не надо. Вот тут вот это, ну как, тут-то вырезано такие вот дырочки, и тут продето. Когда холодно, он раз вот так, ветер тут раз вот так, и кажется, что это рисунок. Они же туда Это просто рисунок. Вообще-то уси карту и пришивали. Но, и вот тут на ногах тоже так же. А тут это нож в ножнах, вот тут привязан. Это тоже тут болтается. Он говорит, у вас что, сегодня какой-то праздник? Ничего там не Вы куда болтается. поехали? Мы никуда не поехали. Мы поехали из одного места в другое место кочуем. Она где-то зацепилась. Не вытаскивается. Зацепилась где-то за какие-то коряги или кого. Не идет и не вытягивается, и все. Я рассказывала, праздники-то были, вот это, когда Иван Купала, видимо, жили в лесу с оленями, и обязательно куда-то ходили в это. Ну, чтобы никто не видел. Но Да. женщины никто не сюда видел, пойдут, да, мужики в уйдут другую далеко. сторону. Мужики всегда ходили вверх по чтению почему-то, а женщины вниз по чтению. Потому что мужики там купались, ну, стирали, может быть, там, женщины в другую.
Коля бродит, поди разделся, без штанов ходит. Ты сначала-то не плыви, а бреди. Ага. Вот за эту сеть поднимай. А я его буду быстренько сюда вытаскивать. Мы вчера ошибку сделали, надо было конец-то оставить. С веревкой вместе. О, тепленькая. Ты не должен не тонуть, она это ты там мелко. А? Мелко. Ну, постараюсь не утонуть. Ну, ты осторожно, сейчас яма будет. Ага. В общем, если что, тяните. Ты по ней иди, потом там поднимешь, где она держит. Ой. Ой. Ага. Ого. Чё? Нежданчик. Грубо? Погоди, ты не зацепись. Стоп. Так, ладно, понял. А ты плавать не умеешь, что ли? Не, плавать-то я худо-бедно умею. Сейчас, подожди, к этому глубина хоть. Там же яма. Да. Ну, лово. Там вроде не очень глубоко должно быть, да? Ты, главное, в сети не запутайся. Ага. И чё? Будешь делать? Сейчас. А? Ну, сейчас сделаем, кончается-то. А может тебе эту как-то палку отдать, да, чтоб ты на его опирался? Как подпираться-то? Его надо отвязать как-то. Его не отвязать. Его как-то надо вытащить было. Вот эту. Давайте сейчас подумаю, что тут нужно сделать. Погоди. Не, глубоко. А? Глубоко. Сейчас я тебе триумн дам. Угу. Триумн. Вот эту упирайся на его. Ага. На дно ставь вот так. Ну там явно глубже, чем моя высота. Ты его ставь и на его вроде бы. Так это ты прыгает-то шестами. Да, чтоб я... И так же подпрыгивает. Да. Слушай. О, ставь его. Ага. Вот, вот. Вот эту веревку тогда погоди. О, ставь. Я тебе сейчас поставлю. Погоди. Ага. О. Он-то уперся? Нет? Уперся? Да нет. Нет еще? Ну давай. Подожди, она всплыла просто. Надо куда-то она вверх плывет, у нее надо на дно, чтобы она этого. Ну, погоди. Стой, куда? Пошел. О, все. Она дно поймала. Так, дно здесь уже есть. А я буду это вот его поднимать. Сюда не могу в сторону. Там еще этот конец у веревки купил. Все, куда пошел? Сейчас, подождите, дно ищу. Ты как-то страшно мне. Конечно. Давай это. Что-то страшно, обратно возвращайся. Сейчас я пойду. Ну куда ты сейчас запутаешься? Да, возвращайся. Ага, хорошо. Нет. Подождите. Все. А? Все, тяните. О, все. Поехал. Ну, хорошо. Молодец. Спасибо. Дай Бог тебе мальчишку. Чего дать? Ой, ты молодец. И какого-то рыбу снимали. Ой, и то убежал. Рыба-то убежала. О, Одна-то два, один-то убежал. Два вроде бы. Два-то вроде бы остались, карася. А одна-то убежала прямо на глаза. Ну, молодец, спасибо. Дай за тебе мальчишку. Если двойня, так еще лучше. Копили боевую. Сетельду, это маму мамбочку. Опять в локти тернул. Блять, пиздец, на ходу будет. чего врет-то? Все врет. Кое-как тебя вытащили из сетей. Дед говорит, вы
Мы тут на берегу с бабушкой мы стоим на оленях, а он на одном олене поплыл. Олень споткнулся, дед же контуженный, упал. Его понесло. Бабушка сразу она сразу оленя привязала. За ним ему кидает палку-то. А потом дед уцепился одной рукой за ветку. Потом бабушка тоже забрела, держится, его вытаскивает. А я дура, тут же. Он поплыл, и я тут же прыгнула. Олень-то сразу обратно, и я тоже, и меня тоже понесло. И деда-то тут поближе, а меня-то там подальше. Ой, потом смотрю, бабушка бежит по берегу, а там поворот такой, и я уцепилась за ветку. Меня вытащили, мы же с дедом все мокрые. Бабушка говорит, давай вот там маленько отойдем, там мох олени, и там будем ночевать. Дед сел, бабушка села на оленя, а я сяду на оленя, упаду. Я сяду на оленя, упаду. Потом дед подошел, как дал мне по щеке. И я, видимо, очнулась, не стала с оленя падать-то. Это типа... Вот листа могу снять. Кого делали-то ты галюканами? Это ты ходишь? Битая единая. Конечно, ходишь там, шепчешь, чтобы дождь пошел, чтобы нам поплохело. Видишь, опять дождь. Вот как ты какой-нибудь хэст смелишь, все, пошел дождь. Вот меня сейчас... А на палатку ты? Иду сюда. Ты какой раз ты сразу галюканами? Миновый, надо кем-то. Ты сразу галюканами. Ай-яй-яй. Ну ничего, чайник Вова. Ранней весной, когда тает снег, всегда протаривать возле дерева. Если даже будет в густом лесу, все равно возле дерева вперед растает снег. И поэтому эвеньки подходили на эту протаривку, вставали, обнимали дерево и просили здоровья. Вот, и весь год потом они не болели. Дождь прекращаться, Коля. Да, это я. Да вот одянда и сразу идите. Иди сразу так. Не, погоди. Сесть. Погоди. Умолчик. Они, когда дождь идет, наоборот, они же начинают прыгать. Ну, Это рыба. На что она Они прыгает? в такую-то погоду бегают? Этих всяких мошек чего ловят. Лягушек гоняют, да кого? Сам ты лягушка. ну, Вот бодялаки. Точно бодялаки. А что такое бодялаки? Лягушка. А, Коля бодялаки. Коля кан, бодялаки кан. стружка попортилась. Бодялаки, лягушка. Коля кан, бодялаки кан. Так и напиши. Дюганилдан, чукала чуларгалда. Там наксала, бирали, там налда. Дагамача умкрала Катюша, гугдала умкрла ялан. Омоджочан давламун мадавлана, боркамали киран гуджайли. Ой, как же потом-то? Все, убавь.
Куда пойдете ставить? Хулугли. Вон туда Хулугли. На большую речку. Там эта деревня раньше была. Первая самая. До 1932 года деревня была. А в 1932 году она вон туда перекочевала. Сегодня как Тунгакочин. А вот до 1932 года она была в Хулуглях. Чай попить в нем. В 28 году, когда распался, интересно, Тунгира-Алёк, видимо, Тунгира-Алёкминский этот округ Винкийский. Вот когда-то в 28 может году, может, вот в эти года когда-то распался округ. Вот они потом перекочевали в Хулугли. И сделалось 4 района. Баунтовский, Каларский, Тунгира-Алёкминский и Тунгакочинский. А так-то до этого был по горно-таежной зоне и Винкийский национальный округ, Витимо-Алёкминский назывался. Вот так они сейчас эти бегают, хищники-то вокруг деревни. Такую погоду-то они любят охотиться. Это из-за того, что не слышно, как они подходят в дождь. Если ненастье начинается, они все вылазят. Колонки, горностаи, мышки бегают и все. И смотри, ногами топчи, если будет бегать. Ну, Магдахана выходила я там. Магдахана, это, белорусская. Кучуны. Чебурек! Хлеб на макушку не ставят, режут вот так, макушкой к себе, потом поворачивают и макушку не ставят. Это у меня Паша, я все время ругаю. Вот возле зимовья. Но мы в зимовье. Ну, давай. Ну, хорошо. Хорошо, спасибо. Кругом вода, Талакашек выскочил. За нами приедет трактор, потому что он не сможет. Вы, говорит, собирайтесь, говорит. Он на тракторе? Нет, другого Спивакова они наняли. С Анной, говорит, со вчерашнего дня они что хотели вчера нас вывезти. Везде, говорит, вода. Ой, молодец. Так что давайте какая собирать. твоя невестка в Буркуке. Везде таду Талакашек выскочил. Ну, пускай. Сейчас Пиваков за нами приедет. Я бита останусь. Бита с лаптем. Амукин. Он Баян. Одинган? Одинган, он Вот так, тоже. Сурудин. Он тоже, ты тоже едешь? Да нет, ну останусь, если Николай Яковлевич останется. Хлопці работа. Спички. Бо потом модяван, я вкасала модяван, или может и не дякадяван. Что тебе надо? Ничего, ну давай. Спички мои. Это твои, да? Вот я боюсь, там, где склон-то совсем. Прямо ехали-то вот так вот, а как подниматься-то будем? Вот самое главное, так что. Может, кто в Читу поедет. Пойдем собираться тогда. Ой, Господи. Это Татьяна звонит, суббота. Мы собираемся обратно в Тунгакочин, потому что реки все разлились, и нам нужно срочно выбираться, потому что за нами кто приедет, мы не знаем. Вот. И проедет ли та машина, которая за нами приедет. Вот так что нам надо срочно выбираться, а то дождь
Со вчерашнего дня льет и льет и льет. Не проедешь. Да? Да. Два Да. моста смыто. Пока дорожники это вот не наладят, когда. Ну и сколько они будут налаживать? Неделю-две? Неделю. Ну, пока вода не сойдет. Ну, Трубы бросит. 2 моста утащила, я не знаю, они на своей машине. Может, где ближе к Усуглям, не знаю. И там еще может тоже что-то. Ой, там вроде к Куксуглям. Это, наверное, где река-то вот так виляет, как она называется, Верчали, как ли. Да там, И кроме Ликан. Жарти, еще там и есть мосты много. Там и Окекан. Все, что угодно может смыть. Хоть где. Уберете там потом всё. Красивенько надо убрать все там. Ай, Коля. Ну, не знаю. Нормально будет. Я не ее отсюда. Счастливо. А я А куда? более проходимый это вездеход. Да, только вездеход. Я утром приеду, вся в синяках. Скажут, что тебя... Надо тебя спальниками обложить. Скажут, что тебя там пинали. затолкать и вот так. Скажут, что тебя подпинали, колотили. Бабулечка наша. Вообще, 20 лет ездил. да сколько лет. А сейчас А сейчас в школе водителем. На школьной машине. кого возите? Детей, Какая машина-то? газель. А откуда детей возятся? Так Стонгокочина и в Читу. Да везде, короче.